Здравствуйте, друзья! Это Александра, и вы на канале Вязание. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот носок на камин. У меня уже два носочка готовы, я их слегка отпарила, поэтому они не очень держат форму, поэтому я вам не советую отпаривать. Но уже что есть, то есть. В принципе, не портит изделие. Я сейчас скажу вам, какие у меня замеры вышли. Так, во-первых, вес носка. Я уже взвешивала там, но сейчас я взвешиваю еще с вышивкой и петелькой. У меня получилось 116 грамм. В принципе, около 100 грамм без петельки и носка. Петелька у меня обычная, здесь просто воздушная цепочка. Вот, крючком. Так, сейчас я вам скажу замеры. Это держится цепочка с другой стороны. Так, у меня 13 сантиметров ориентировочно. Манжет, его я не отпаривала. Я загинаю его пополам. У меня получается до пятки длина. Почти 29 сантиметров, 28,5. До конца носка у меня получается 37,5. Длина стопы у меня выходит 27 сантиметров. Сама пятка у меня 10 сантиметров. И мысок у меня 7,5 сантиметров. Ширина носка 16 сантиметров. Вот как-то так мы будем с вами вязать. Если вам нужен, во-первых, я сейчас напишу, сколько у меня, какой расход вышел, сколько ушло красного, сколько ушло белого. Нет, я отдельно вам скажу, сколько на манжет, сколько на пятку, сколько на мысок и сколько основная часть. Это без учета вышивки и петельки. Если вдруг меня смотрит вышивальщица, им, конечно, будет немножко смешно, но как умею, так и вышиваю. Все, дальше приступаем к работе. Также я забыла сказать, что модель является базовой, то есть вы можете сделать любой манжет, вы можете сделать любым узором тело носка, а также вы можете сделать жаккард, либо вышивку по петлям. Я вам оставлю в инфобоксе ссылку на альбом мой на Pinterest, где я пособираю кучу всяких картинок, там снежинки, олени, всякие узоры рождественские. Если вам интересна эта тема, то вы себе, может быть, найдете что-нибудь для вдохновения или же буквы, например, можно вышить. Так как вышила я, не так же красиво, в кавычках, как вышила я, но тем не менее вы можете тоже что-нибудь для себя подобрать. Ну что, начнем. Я буду вязать из акрила. Акрил у меня от Картопу, называется Гонка. У него метраж 300 метров на 100 грамм. Я буду вязать в 2 нити. Нить у него... честно, по размеру точно такая же, как Alize Alpaca Royal. Один в один. То есть вы можете, в принципе, заменить этой пряжей, если вам больше она нравится. Я буду вязать в 2 нити, потому что такой он носок достаточно плотный, чтобы он хорошо держал форму и вязалось быстро. Я вяжу на пятерке. Это укороченные спицы на 40-сантиметровой леске. То есть всего, 40 сантиметров. Набирать я буду норвежским носочным набором, потому что так край немножко плотнее, и чуть визуально он выглядит лучше. То есть я беру нить, как обычно, как мы набираем на длинный хвост. Теперь смотрите. Здесь так. И захватываю эту нить. И теперь эту через петельку продеваю. Смотрим еще раз. Снизу беру эту. Через петельку продеваю. Снизу беру и продеваю. Может, сначала вам будет не очень удобно, но потом вы привыкнете, и край получается достаточно плотный и хорошо потом выглядит. Я набираю 50 петель, плюс 1 для замыкания в круг. Итого у меня 5 петель набрано. Набираю дальше. И набраны мои 50 петель. Напоминаю, что вы можете набирать другим способом, если вам этот не нравится. Но поверьте, если вы себя пересилите и попробуете, то вы потом не захотите другим способом набирать носки. Теперь я накидываю последнюю рабочую петлю на первую набранную. Немножко туговато первый ряд. Теперь я буду вязать. Ставлю маркер. Теперь смотрите. Я буду вязать платочной вязкой. Вы можете вязать лицевой гладью, вы можете вязать изнаночной гладью, можете вязать резинкой, чем вам удобно, чем вам нравится. Я хочу именно платочную вязку, то есть один ряд я буду вязать лицевым, второй ряд я буду вязать изнаночным. И так далее.
То есть сейчас первый ряд я провязываю лицевыми петлями. Дохожу до маркера. Вы не переживайте, что сейчас не очень удобно это все двигать, потому что вы только набрали, да, и петель не так много на самом деле. Сейчас будет достаточно комфортно вязать. Надо просто чуть-чуть подождать. Я дошла до конца ряда. Я последнюю провязываю лицевой, потому что у нас был лицевой ряд. Переснимаю петлю. А теперь буду вязать все изнаночные. Вот точно так же, как я вязала ряд лицевым, теперь я буду вязать изнаночным. Ничего сложного нет. При вязании платочки по кругу вы просто меняете ряды местами. Вяжете то лицевой, то изнаночный. Сейчас я вам покажу, сколько мы будем вязать. Смотрите, вот это вот мой сапог. Если вы хотите просто без отворота, возможно, вам не нужно столько. У меня это конкретно 1, 2, 36 рядов у меня. Если вам не нужен такой большой отворот, вы можете вязать меньше. Вот, например, вот где-то так. Но, в принципе, визуально, да, вы смотрите, сколько вам подходит. Я оставляю вот такой, у меня 36 рядов. Все, встретимся, когда я довяжу. И еще я все-таки вам советую, если вы будете вязать платочкой, то остановитесь, пожалуйста, в конце на лицевом ряду. То есть последний ряд у вас провязывается лицевой. Все, встретимся, когда я вывяжу все так. Я довязала наш манжет. Закончила на лицевом ряду, у меня получилось 37 рядов, так как я начала вязать платочку с лицевого ряда. Если бы начала с изнаночного, вполне могло быть 36. Вот. Для меня этот манжет показался оптимальным, он у меня 13 сантиметров в высоту. Я буду присоединять нить и вязать дальше просто лицевой гладью вниз, пока мое полотно не достигнет 21 сантиметра. Ну, опять же, да, мне эта длина показалась оптимальной. Это длина до пятки. Если вы хотите длиннее сапог, вы можете брать длиннее. Хотите короче, вы можете брать меньше вязать. Но опять же, да, вот для такого носочка, если вы планируете его сделать именно таким же, то вот он 21 сантиметр. Здесь вполне поместится и картинка, и можно подвернуть носок, и можно подвернуть носок, и будет выглядеть вполне пропорционально. Так что мы берем и просто вяжем с вами лицевую гладь. Я вам специально не говорю ряды, потому что у каждого своя плотность. И здесь не то место, где нужно в нее попадать. Просто вяжем по кругу лицевые ряды, пока наше красное полотно не будет составлять 21 сантиметр. Встретимся, когда оно будет готово. Я довязала до нашей с вами пятки. Сейчас будем вязать пятку. Так, смотрим. Я довязала до середины. Середина — это там, где вот у нас этот шов. Там, где мы набирали. Я переколола на само вязание маркер. Теперь смотрите, как нам узнать, сколько петель на пятку. Если всего у нас 50 петель, то мы с вами берем половину. Половина — это у нас 25. 25 мы делим напополам, потому что нужно узнать, сколько петель отступить. Ну, то есть распустить, да. 25 на 2 — это у нас 12,5. То есть 13 петель я ухожу в эту сторону. Но я ухожу не 13, а 14 петель. Для того, чтобы здесь был такой красивый носик, а не просто вот пологое полотно. Так что я распускаю 14 петель. Эту петлю я провяжу всего лишь один раз нашим контрастным цветом. Потом дальше она не будет входить в пятку. Присоединяю нить. Теперь будем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. После маркера мы набираем еще 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И смотрите, 13-ю петлю я провязываю. Теперь я поворачиваю,
перекручиваю его. Напоминаю, что мы будем с вами вязать немецкими укороченными рядами. То есть мы провязываем петлю, потом перекидываем. Теперь смотрите, если эта петля, ну то есть мы держим изнанкой к себе, то мы поворачиваем нить наизнанку до самого конца, затягиваем, перекидываем сюда и вяжем дальше. Так, теперь давайте поговорим о пятке бумеранг, как она вообще вяжется. Нам нужно количество петель поделить на 3 части. У нас с вами 25 петель. То, что мы сейчас первые 2 петли набрали больше, это не сильно имеет значение. Это для того, чтобы сделать острые углы. Дальше мы не будем больше их использовать. Смотрите, вот я довязываю до последней, до предпоследней. Вот эту я оставляю, а вот эту я сейчас провязываю. Так, смотрите, теперь мы уже переступаем именно к вывязыванию нашей пятки. Нам нужно поделить 25 на 3, на более-менее равные части. У нас получается 2 части по 8 и 1 9. Смотрите, если у вас делится ровно на 3 части, это отлично. Если у вас остается 2 лишних петли, мы раскидываем их на средние, вернее, на боковые части. Если остается 1 петля, мы раскидываем на среднюю. Вот у нас здесь 1 петля. То есть 8 петель мы будем с вами делать. 8 раз мы будем с вами делать разворот с каждой стороны. И здесь у нас должно остаться 9 петель. Все, приступаем. Вот эту петлю мы провязали, как вы помните. Это у нас будет первая разворота. Немецкие укороченные ряды. Вот у нас провязана петля. Что нам нужно сделать? Если мы держим лицом к себе, то нам нужно эту нить рабочую повернуть на лицо до самого конца, до того момента, пока у нас не образуется на спице 2 петли вместо 1. И дальше мы вяжем так, как и вязали. Вот она, последняя петля провязанная, поворачиваем. Теперь мы протягиваем эту нить до конца, пока у нас не образуется 2 петли, а здесь эта нить не будет в самом конце, внизу. Поворачиваем к нам нить, потому что мы вяжем изнаночные петли, и продолжаем вязать дальше. Мне казалось, эта пятка очень сложная, но на самом деле она очень забавно вяжется. Вы можете вязать любую пятку, которая вам нравится. Мне здесь конкретно нравится пятка бумеранг, потому что она такая, выглядит классически. Мне кажется, для этих носков она идеальна. Но опять же, вы можете считать по-другому. Так, вот следующая. Последняя петля. Повернули. Пересняли. Смотрите, вы сначала обязательно поворачиваете и переснимаете, и только потом уже подтягиваете петли к себе. Последняя петля, повернули, пересняли, перетягиваем на другую сторону, поворачиваем нить к себе, вяжем дальше. Довязали, на себя повернули, потянули, пока не получилось 2 петли. Аккуратно смотрите, чтобы не перетянуть остальные петли и не потерять их, потому что они таки норовят выскочить.
Так мы вяжем до тех пор, пока у нас не будет по бокам вывязано по 8 петель, а в середине не останется 9. Напоминаем, да, что мы набрали на одну петлю больше. То есть у нас будет еще одна. Вот она, видите, здесь двойная, а там она просто белая, по-моему. Так, поворачиваем. Вяжем до тех пор, пока не будет все 8. Так, смотрите. Вот это последняя. Видите, какой у нас получается полукруг? Это последняя петля. То есть теперь у нас по 8, в центре 9 осталось. Теперь следующий ряд у нас сглаживающий. То есть нам нужно провязать все петли, которые мы с вами делали двойными. Смотрите, я захожу вот отсюда. То есть если лицом повернуть, то с лицевой стороны. И вяжу. Здесь точно так же. Вот видите? Не сюда, а вот сюда. Вот они. Вот. Провязываю обычными изнаночными. Еще раз. Видите? Раз. Теперь смотрите, вот эта последняя, я ее просто обвиваю. То есть не немецкий укороченный ряд, а чуть-чуть другой. Ну, вот такой вот у меня. Вот так я хочу, так мне удобно, оно не будет утолщать. Теперь мы вяжем просто лицевыми петлями до конца. То есть провязываем все те, которые мы только что провязали из двойных в одинарные. Теперь смотрите, теперь идут опять вот эти. Мы заходим с лица и провязываем, видите? Вот так, лицевая. То есть лицевая у нас должна оказаться здесь нормальной, а здесь остается такая петелька, которая цепляется и перекрывает этот переход ряда. Эти намного проще провязывать, чем с изнанки, поэтому я думаю, что здесь вопросов не возникнет. Вот, видите, вы заходите как будто в лицевую. Вот она у вас лицевая. Ее, конечно, очень плохо видно, но вот она, видите, мы в нее зашли. Здесь мы одну провязываем. Теперь вот эту я обвиваю и поворачиваю. И буду вязать дальше. Теперь смотрите. Я должна провязать вот эти 9 петель и дойти до первой, которую мы вязали двойной. Вот она. Если вам тяжело найти, просто посчитайте. Вот это вот у нас лишняя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эта петля у нас 8-я. Если присмотреться, то по ней видно, да, что ее мы поворачивали. Вот теперь нам нужно ее последнюю провязать в этом ряду, повернуть полотно. Дальше мы переснимаем эту петлю и опять делаем с вами двойную. Теперь вяжем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующая петля такая же самая, как с той стороны мы провязывали. То есть та, которую мы удваивали. Поворачиваем, перекидываем, делаем двойную. Еще раз, да, напоминаю, что когда вы делаете двойную и держите к себе изнанку, то заводите нить назад. А когда вы держите к себе полотно лицом, то вы заводите вперед. Теперь смотрите, мы довязали до этой двойной. Теперь мы ее сразу провязываем. Видите, как мы делали? Вот как с изнанки и сюда. Провязали. Следующую после нее провязали и сразу повернули. Здесь это все будет намного удобнее. Мы будем провязывать все эти петли сразу. То есть мы опять вяжем до двойной.
Вот, видите? Я вхожу через эти 2 петли, так, чтобы вот эта лицевая не была перекручена. Следующую провязываю, подтягиваю, переворачиваю, переношу на другую спицу, завожу нить назад, делаю двойную. Когда вы делаете двойную, особенно вот на таких большом номере спиц, старайтесь это все провязывать на кончиках спиц, чтобы у вас петли сильно не растягивались. И если вы сильно потянете, то соседние у вас не убежали. Опять двойная. Изнаночная, повернули, пересняли, потянули вперед, сделали двойную, пошли дальше. Опять двойная. Сюда, сюда. Взяла нить, провязала, следующую провязала. Так мы будем вязать, пока у нас все вот эти белые не закончатся. Смотрим. Вот я довязала последнюю петлю. Вот эта петля, которая у нас была первая набрана, и которой мы потом повернули. Вот она, я уже порвала нить. Дальше я буду вязать нашей дополнительной, вернее, нашей основной нитью. Здесь я завязываю крепенько и убираю все эти нити до следующего раза. Ну, тогда, когда буду закрывать. Вот такая вот пятка у нас получилась. Сейчас мы провяжем этот соединительный ряд, и дальше вы будете вязать опять без меня. Первую петлю я очень хорошо подтягиваю. Теперь смотрите, здесь двойная петля. Я ее провязываю. И следующая у нас одна белая. И здесь, смотрите, обернутая. То есть я вот эту снимаю. Сначала ложу белую, сверху ложу красную. И провязываю 2 вместе. Она получается по факту у нас красная, но белый у нас подтон. И у нас получается такой красивый уголок. Ну и все, дальше мы просто вяжем по прямой до мыска. Здесь вы можете вязать такую длину, как вам захочется. Я вязала немного, потому что, ну, как мне показалось, вот этой длины достаточно. У меня от мыска до пятки где-то 26 сантиметров примерно, как вы видите, да? То есть вот эта вот длина у меня около 10 сантиметров. Ну, видите, 9,5-10 сантиметров. Вот так вот у нас здесь вышло с этой стороны, как вы видите. Здесь у нас уголок. Ну, мне лично вот с этой стороны больше нравится, конечно, как получилось. Но как вариант, просто чуть-чуть здесь нужно еще подтянуть, и будет все хорошо. Именно поэтому я еще не обрывала нить. Потому что еще, вот видите, вот теперь этот вариант мне нравится больше. Все, дальше я вяжу по прямой 10 сантиметров. Через 10 сантиметров мы с вами встретимся. Так, я вывязала 10 сантиметров. Теперь я уже оторвала нить, как вы видите. Буду переходить на чулочные спицы. Ну, так удобнее, как мне показалось, будет. И буду вводить обратно белый цвет. 2 ряда мне нужно провязать без убавок, без прибавок. Здесь я сразу приколю маркер, чтобы потом понимать, откуда начинается у нас ряд. Все, сейчас я провязываю. Ну, сразу, да. Нужно провязать 25 петель и перекинуть на другие спицы. Я провяжу 2 ряда, и мы с вами встретимся. Так, я провязала 2 ряда. Вот рассмотрим наш мысок с вами. У нас 5 раз идут прибавки в каждом втором ряду, потом идут прибавки в каждом первом ряду.
Ну что, поехали. Смотрите, я первую провязываю, а вторую буду сокращать. Здесь у нас получается с наклоном влево. И за 2 петли до конца спицы делаем то же самое, только с наклоном вправо. Вы можете закрывать мысок любым удобным для вас способом, который вам нравится. Вот остается 3 петли, 2 из них мы провязываем в одну, вот с наклоном вправо. Одну петлю провязали, дальше повернули, взяли вторую спицу, одну петлю провязываем, дальше у нас с наклоном влево я переснимаю и перекладываю для того, чтобы у меня не было, видите, как лежат петли, ничего не скручено, чтобы у меня не было никаких скрученных петель. Так, довязываем до 3 петель, 2 провязываем в одну с наклоном вправо, 1 петля. Следующий ряд у нас идет полностью 2 спицы, мы провязываем без убавок. Я провязала один ряд, у меня получился с убавками, второй раз без убавок. Мы повторяем это действие с вами 5 раз, то есть это был 1 и еще 4. Встретимся, когда мы с вами их вывяжем. Я провязала 5 убавлений, то есть убавление, ряд без убавления, убавление, ряд без убавления. 5 раз. Следующее, что мы будем с вами делать, это убавлять в каждом ряду. Если вам не хватает лески, то я предлагаю перейти на чулочные носочные спицы. Да? Если у вас нету, то взять леску побольше и вязать в технике Magic Loop. Первый такой носок я закрывала просто на обычных спицах, на тех же самых, на которых вязала. Было, конечно, не очень удобно, потому что леска короткая. В конце я поменяла леску на чуть-чуть побольше. Смотрите, здесь есть 2 варианта. Можно оставить на спицах где-то около 10 петель и сшить их петля в петлю, а можно до самого конца дойти, закрывая вот так вот в каждом ряду, и потом все это стянуть, когда останется у вас там по несколько петель на каждой спице. Здесь вы выбираете тот метод, который нравится именно вам, который вам близок. На самом деле просто носок вас должен визуально устраивать, да, вам же не носить его на ноге. Поэтому о комфорте здесь вообще не идет речь, о посадке. Здесь идет речь просто о визуальном восприятии. Как вам визуально нравится, так лучше и делайте. На самом деле, да, это всего лишь носок. Такой же носок, как вы вяжете обычно. Вы можете, если вы вяжете прямую пятку и вам нравится, как это визуально выглядит, делайте прямую пятку. Потому что я, допустим, не пользуюсь этой пяткой, если я вяжу не бумеранг, я вяжу французскую пятку, так, которая подкова, которая похожа на прямую, но еще есть небольшая такая, из-за этого подкова и назвали на самом деле, да, такая полукруглая деталь, скажем. Есть. Опа. Я хочу дойти до конца и потом все стянуть точно так же, чтобы было как на том носке. Сейчас мы с вами померяем носок.
Вначале, наверное, я вам уже сказала, да, о том, сколько метров и сколько грамм ушло на каждую часть. Для того, чтобы вам рассчитывать примерно, да, если вы будете вязать в таком же метраже и теми же спицами. Следующий ряд у меня последний. И я буду стягивать. Видите, у меня сколько осталось? У меня осталось по 6 петель. Теперь по 4. Вот эти 8 сейчас я только одну на другую накину крайние. И можно будет стягивать. Так. Нить можно оторвать. Теперь смотрите. Вот эту я накидываю. Первую на вторую. Теперь протаскиваю сюда. Протаскиваю сюда. Здесь я накидываю последнюю на предпоследнюю, протаскиваю. Одна у нас спица свободна уже. Здесь делаю то же самое. То есть по факту у меня выходит, здесь я первую накидываю на вторую. И последнюю на предпоследнюю. Теперь через вот эти 3 протаскиваю нашу петельку. Это просто наша нить. Это не петля какая-то, да, это просто нить. Все. Все, теперь останется это все вывернуть. Вот такой вот у нас мысок с вами вышел. Вот так вот он будет выглядеть на вашем изделии. Итого, у меня теперь есть пара. Пара носков в смысле. Вот. Вот такая вот пара носочков у меня вышла. Один носок. Сейчас я взвешу вот этот, который без маркера и уже с заправленным концом. У меня весит 110 грамм. Все, я надеюсь, что у вас все получится. Эта модель, я могу ее назвать базовой, потому что на самом деле, да, вы можете связать это не красно-белым, вы можете связать это тоном, вы можете связать полностью платочкой, вы можете связать жаккардом, вы можете выполнить здесь вышивку, как я планирую, допустим, я это сделать. Здесь еще я планирую сделать петельку небольшую для того, чтобы повесить. Я просто еще не знаю, какой длины и ширины эта петелька должна быть, поэтому пока еще нету, да. Надеюсь, что я покажу вам в начале видео эти носки уже на фотографиях, на приличных, и уже с вышивкой. Они планируются у меня. Вышивка букв. Я оставлю вам, может быть, какие-то картинки или ссылки в инфобоксе на картинки, которые можно вышить. Вот. Какие-то снежинки, олени, буквы и что-нибудь такое подобное. Елочки, может быть, какие-нибудь орнаменты для ваших рождественских носков. Все, спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, этот мастер-класс будет для вас полезен. Увидимся в следующих видео.